Всем привет! Сегодня я решил записать ролик в таком формате свободного разговора. Скажите, как вам потом такой формат, зашел, не зашел, и продолжать ли мне его снимать. И так как мой основной канал перевода озвучки связан с саморазвитием, я решил, что логично будет выпустить видео на такую тему. И для такого формата я решил создать специальную рубрику под названием «Мои непопулярные мнения» МНМ. Что-то знакомое. Итак, 5 трендов саморазвития, с которыми я не согласен. Итак, тренд номер 1, и на мой взгляд один из самых важных, это тренд на избыточную продуктивность. Важно понимать, что продуктивность, эффективность, работа – это только часть вашей жизни, а не вся ваша жизнь. И просто высыпаться, отдыхать, уделять время себе, своим близким, родным, поиграть на компе, на PS-ке, просто позаниматься фигней иногда и периодически не успевать делать весь список дел, которые вы запланировали, это тоже нормально. Во времена высокой популярности видеороликов про эффективность, продуктивность, когда ты постоянно на YouTube смотришь такое количество видео об этом, то может складываться ощущение, что совсем не нужно отдыхать. И в наше время отказ от отдыха становится каким-то героизмом. Когда все об этом говорят, когда ты постоянно об этом думаешь, несложно догадаться, чем все это может закончиться. Это выгорание, апатия, и судя по тому, сколько ролики про выгорание и апатию на YouTube набирают просмотры, я думаю, что это тоже не просто так. И следующий тренд номер 2. Нужно окружать себя только успешными. И исходя из самого названия этого тренда, напрашивается интересный вопрос. Как разделять людей на успешных и неуспешных? То есть в нашем мире это обычно деньги, общественное признание или какой-то конечный результат, по которому мы можем сказать, что вот да, это человек успешный. Но исходя отсюда же, у меня возник вопрос, на который, может быть, и вы сможете ответить в комментариях. Что если бы я встретил Джеффа Безоса, и если бы мы встретились с ним за год или за 3 года до открытия его первого бизнеса, стоило бы мне его слушать и считать успешным человеком, когда у него еще ничего нет, и мог бы я спрашивать его совета по поводу каких-то вещей в плане бизнеса. Или, например, возьмем какого-нибудь популярного блогера на YouTube, например, PewDiePie, и если бы я встретился с ним за год до открытия его YouTube канала и начал бы с ним общаться только исходя из того, успешный он или нет, или спрашивать советов в чем-либо, то был ли бы в этом какой-то смысл? Также часто в моей жизни не раз бывали ситуации, когда мне помогали советы людей, которые никак не связаны ни с бизнесом, ни с саморазвитием, но при этом именно эти люди могли давать мне какие-то советы, которые мне бы не смогли дать люди с таким же мышлением, как у меня. То есть такие же люди, которые зациклены на каких-то достижениях, на успехе в бизнесе или в саморазвитии также. Дело в том, что люди, которые ведут другой образ жизни, думают по-другому и занимаются другими вещами, зачастую могут посмотреть на ситуацию, на мир вокруг другими глазами, в другой плоскости и с другим углом обзора. Представьте, что в вашем окружении все думают точно так же, что нужно окружать себя только успешными, и получается это круг маленьких эгоистов, которые зациклены только на себе. То есть им важно окружать себя успешными ради того, чтобы они были успешными, что вряд ли что-то тебе даст. Потому, наверное, со временем я перестал разделять людей на успешных и неуспешных, и думаю, что в этой ситуации лучше выбирать окружение, которое интуитивно ты считаешь правильным для себя. Возможно, просто активные люди, возможно, тебе просто нравится разговаривать с этими людьми, тебе нравится, как эти люди мыслят, как они думают, о чем они говорят. Иногда это могут быть обычные какие-то хобби, увлечения, творчество, что угодно. И как показывает мой жизненный опыт, что зачастую ваша интуиция даст вам гораздо больше, чем вот такие вот категоричные советы, которые вполне возможно могут быть ошибочны. И следующий тренд номер 3 – чистка окружения от токсичных людей. Не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но иногда в окружении бывают люди, которые постоянно вас от чего-то отговаривают. Вы пытаетесь создать свой YouTube канал, вам говорят, что блин, это фигня, это вам не нужно. Может быть, вы хотите переехать в другой город, или вы пытаетесь начать свой бизнес, и вас также отговаривают постоянно. Вы обязательно останетесь с долгами, вы обязательно разоритесь. Также бывает, вы пытаетесь заняться каким-то творчеством, хобби, увлечением, пойти куда-нибудь учиться, да что угодно. И не всегда вашему нынешнему окружению или окружению из прошлого может это нравиться. И если в вашем окружении есть люди, которые вам постоянно мешают двигаться к вашим целям, либо демотивируют вас, то, конечно, желательно от них избавляться. Но иногда, преследуя эту правильную цель, люди начинают путать любое несогласие или любую критику с токсичностью. Даже если люди говорят какие-то аргументы весомые, то есть человек где-то услышал о том, что такое токсичность, как-то по-своему это интерпретировал и начинает избавляться вообще от всех несогласных людей в своем окружении. И тут есть
тонкая грань. То есть тут главное не путать токсичность и критику или несогласие. Пусть в вашем окружении будут критично настроены люди, зачастую люди, которые в твоем окружении имеют очень критичный взгляд на вещи. В какой-то неожиданный момент этот человек может спасти вас в какой-то ситуации, уберечь от потраченного времени, денег или ошибочных действий, о которых вы потом можете пожалеть. То есть тут главное не путать токсичность с критикой. И тренд номер 4 – это то, что всем нужно делать собственный бизнес или работать на себя. Очень многие люди, выбирая такой путь, зачастую не до конца понимают, что в большинстве случаев это убытки или долги, особенно если вы берете займ или кредиты для этого. И, к сожалению, это мало кто объясняет и этому вообще нигде не учит. Собственный бизнес – это далеко не всегда так, как об этом рассказывают в кино или на YouTube-каналах популярных. Зачастую это огромное количество рутинной работы. Каждый день это когда ты не можешь не думать о работе, когда ты не можешь взять себе просто выходные, это когда у тебя большая ответственность за сотрудника, это большая юридическая ответственность, зачастую бывает уголовная ответственность. И так как в большинстве своем это все-таки риски, и далеко не у всех есть финансовые батуты безопасности, чтобы эти риски на себя взять, такое решение, особенно поспешное решение в отсутствии какого-либо опыта, может быть фатально для многих людей. Это может породить долги, которые вы можете отдавать 5, 10, а то и 15 лет, если не всю жизнь. И мотивации радоваться жизни в дальнейшем вам это, скажем так, не прибавит. Когда же ты в найме, ты не обязан думать о своей работе 24/7. Тебе не нужно брать на себя ответственность за других людей, за аренду площадей, за выполнение контрактов, за ведением бухгалтерии, за кучу огромных рутинных операций. Любой бизнес также сопровождается постоянным состоянием неопределенности, особенно если у вас нет батутов безопасности. А постоянное состояние неопределенности порождает стрессы, а стрессы влияют на здоровье. Многие читают и цитируют Тинькова, что нужно работать по 16 часов в сутки, но далеко не все готовы так же, как и он, столкнуться с раковыми заболеваниями. На мой взгляд, этим нужно заниматься только когда ты по-настоящему этого хочешь и готов заплатить соответствующую цену. На мой взгляд, бизнес – это история не для каждого, и слепое следование этим трендам может наломать немало человеческих судеб. И последний тренд номер 5 – токсичный оптимизм. В эпоху расцвета Инстаграма и других социальных сетей создается иллюзия, что у всех всегда все хорошо. Все всегда в хорошем настроении, все всегда позитивные. Быть в плохом настроении – это удел слабых. И, конечно же, никому не хочется быть белой вороной и думать, что с тобой что-то не так. Токсичный оптимизм – это своего рода страх раскрывать свои искренние настоящие переживания под гнетом общественного тренда на позитивное мышление. Мы будто бы сами у себя и у других отбираем естественное право на грусть и на плохое настроение, на любые негативные эмоции. Я думаю, вы не раз слышали об известных комиках, юмористах, комедийных актерах, которые, как выяснялось после их смерти зачастую, были очень депрессивными людьми и тщательно это скрывали. Попытка загрести под кровать весь мусор в комнате не является уборкой, как и не является выходом подавить позитивным мышлением негативные эмоции и переживания. Если же вы чувствуете у себя негативные установки и переживания, то их нужно прорабатывать, а не заглушать позитивом. Иначе рано или поздно накопившееся внутри даст о себе знать. Я за здоровый оптимизм, и да, можно программировать себя на успех. Но если вам хочется попечалиться, погрустить, то лучше сделать это. В конце концов, не всем людям должно быть вечно позитивными какашками, потому что если бы это было так, то огромное количество творческих людей, которые по своей сути депрессивные или даже психопаты, не написали бы свои лучшие книги, не сняли бы свои лучшие фильмы и не сочинили бы свою лучшую музыку. Так что будьте такими, какими вы хотите быть на самом деле. Будьте настоящими. Это главное. И на сегодня это все. Если вам зашел такой формат, или вы с чем-то не согласны, или наоборот согласны, или у вас есть что добавить, то обязательно напишите об этом в комментариях. Это будет мотивировать меня делать новые ролики. Увидимся!